острая свинина с чаем. Да, вы не ослышались, именно с чаем. Я давно обещала этот рецепт, и вот сегодня мы будем воплощать его в жизнь. И, конечно же, наш самый главный поинт этого блюда — чай. Он может быть зеленый, а может быть и белый. В объеме 5 грамм нам понадобится листья нового роста, собранные во время первого сбора, нам с вами будут нужны. По-корейски такой чай называется седжак ипча. И если вы придете вот в этот магазин, здесь указан Инстаграм, а вверху будет линк на видео об этом магазине в Тбилиси, где я обычно покупаю чай, то вас там точно поймут, что вам нужно. Мы же подготавливаем овощи. Нам потребуется 2 пера зеленого лука, зеленые перцы чили 2 штуки и 1 малая луковица. Лук мы нарезаем полукольцами достаточно тонкими. Если луковица у вас большая, то возьмите 1/4. И зеленый лук мы нарезаем достаточно большими кусками. Затем зеленый перец чили нарезаем кусками среднего размера. Теперь о мясе. Свиная вырезка живота у меня. Можно также использовать шейное мясо свиньи, а вообще лучше 50/50. То есть в этом блюде можно смешать и ту часть свинины, и тогда получается очень-очень вкусно. У меня в данный момент вот только свиная вырезка, я ее использую без кожи и нарезаю кусками вот такой толщины, ближе к тонкой, но не совсем тонкой, больше, чем полсантиметра. Чем тоньше куски, тем быстрее они, собственно говоря, приготовятся. Теперь соус. Соус достаточно простой. Соевый соус нам потребуется в объеме 2 столовых ложек, а также молотый чеснок 1 столовая ложка. Чтобы сделать это блюдо особенным, если есть возможность, то порошок корня колокольчика или же свежий молотый корень, измельченный в объеме 1 чайной ложки. У меня нет, к сожалению, я пропускаю. Молотый красный перец чили 1 столовая ложка, и если есть, то острая чили паста кочуджян 1 столовая ложка. У меня нет, к сожалению, я пропускаю. И далее сироп. У меня сироп агавы 3 столовые ложки или же сахар 1,5 столовой ложки. Все это мы с вами хорошо перемешиваем до однородности. И вот, собственно говоря, все наши ингредиенты готовы. Очень такой нехитрый набор при условии наличия всех ингредиентов. Теперь мы нагреваем с вами сковороду без масла. Когда сковорода нагрелась, мы закладываем туда уже подготовленное нарезанное мясо, распределяем мясо по сковороде, и мясо мы готовим на сильном огне, все время помешивая. Распределив мясо по сковороде, мы сразу же заливаем подготовленный соус. Все это мы должны с вами хорошо перемешать, чтобы весь соус равномерно распределился. Мы это делаем на сильном огне, все время помешивая. И после того, как соус мы распределили, то сразу закладываем с вами овощи. Заложив овощи, мы уменьшаем огонь. И далее готовим все время на среднем огне, также все время помешиваем. Когда мясо уже будет готово, тогда мы с вами закладываем чай в объеме 5 грамм. Я напоминаю, как только мы заложили чай, то мы все хорошо перемешиваем, готовим в течение 1 минуты, все время помешивая, и сразу же снимаем с огня. Все, собственно говоря, блюдо и готово. Как только вы заложите чай в мясо, то вы сразу почувствуете необыкновенный его аромат. Поэтому это блюдо лучше подавать к столу сразу, как только оно готово. И вы будете удивлены, насколько вот один такой маленький, но интересный ингредиент может обновить совершенно уже знакомые вкусы. Поверьте, что это не только ароматно, но и очень вкусно. Советую попробовать. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно, и приятного вам аппетита!